Привет, привет всем! С вами снова я, Ингрида. И сегодня я вам покажу район, в котором мы живем. Перед тем, как отправимся смотреть обзор нашего района, посмотрим, как он выглядит с той горы, на которой мы живем. Именно с нашей террасы. Ну вот смотрите, кажется, красота, правда? Весь район Коста-Адехе как на ладони. Ну и вот там прямо впереди, там пляж Фаньябе, там совсем рядом Торвискас. Кажется, вот, совсем-совсем рядом, вот прям на ладони, да? Нет, к сожалению, нет. Дойти до него примерно 40 минут. Это не так просто. Ну, а подняться это вообще, это только на такси поднимаемся. Мне многие спрашивают, да, как мы добираемся. Но мы только, к сожалению, у нас транспорта своего нет здесь. Мы добираемся на такси. И вот какой у нас рядом огород. Такой огородик, да, садик. Нет, пустырь такой, да, по сравнению, да, я сейчас вспомнила сразу в Турции, в каких мы жили апартаментах, какой там был сад рядом. Да, здесь по сравнению, конечно, пустыня. Ну, если кому интересно, я сейчас добавлю подсказку, можете посмотреть, какие у нас были именно в Алании, в городке, где мы прожили, вот перед тем, как переехать сюда, на Тенерифе. Мы там чуть больше года прожили. Ну, я так с грустью немного вспоминаю, потому что здесь действительно все по-другому. Сегодня у нас будет такая необычная прогулка. Я не стану спускаться, как обычно, вниз, а буду подниматься туда наверх. Еще выше. Но перед тем, как выйти на прогулку, посмотрим, какая же температура воздуха на улице именно. Смотрим. У меня есть такая подсказка, градусник. Вот, слева 25 градусов показывает в апартаментах и 25 на улице. Да, климат, конечно, для тех, кто не любит зиму, здесь отличный. Ну, а мы отправляемся на прогулку. Так, закроем нашу крепость. Ну и так. Покидаем нашу крепость. Ну да, крепость в буквальном смысле, с решетками. Ну так оно есть. Ну, тут небольшой такой рядом у нас садик. И с этой стороны тоже. Ну, наверное, чтобы совсем скучно не было. Хотя садиком его назвать, наверное, действительно очень будет, очень громко сказано. Ну, чтобы, наверное, скучно действительно не было, что-то тут еще засажено. Так выглядит наш комплекс, именно одно здание. И рядом буквально второе здание. Это оба здания нашего комплекса. Сегодня я не стала вам показывать наши апартаменты, так как я такое видео уже делала. На моем канале оно есть. И если кому интересно, можете его посмотреть. Сейчас так сверху добавлю такую подсказочку. Если кому интересно, пожалуйста, смотрите. Ну, а сегодня мы отправляемся уже обзор района смотреть именно как выглядит наш именно комплекс. Громко говорю, так комплекс, да, два здания есть. Вот это одно здание. И вот второе здание нашего комплекса. Бассейн я тоже вам показывала. Также вот у нас гараж есть. Правда, машины нет. Мы здесь ездим на такси. А дальше вперед отправимся. Как я говорила, так необычно. Не как обычно, вернее, вниз. Спускаться будем с горы. А будем подниматься именно наверх. И так немножко могу сказать, нам немного повезло, так как мы живем, ну ладно, на горе это совсем не повезло, ну как кто будет смотреть, да, рассматривать. Но нам повезло с тем, что у нас совсем рядом находится магазин. Такой маленький, небольшой, правда пишется супермаркет, но он маленький магазинчик. Но самое необходимое, мало ли, когда там надо что-то сбегать, там молоко, там хлеб, там, ну, неважно что, какая-нибудь мелочь. Здесь она есть, правда, цены здесь совсем другие, чем Меркадона. Ну, есть у них такая торговая сеть, именно не только в Испании, но и также на Канарских островах и на Тенерифе. Меркадона продуктовая, именно маркет. Мы лучше, конечно, спускаемся, идем в него, покупки делаем. Но бывает, когда мне надо и сюда, в этот маленький магазинчик, забежать.
Ну и так мы подошли, вернее, я поднялась, чуть-чуть только поднялась. И у нас вот такой супермаркет. Маленький маркет, так скажу. Но чтобы зайти туда, маску надо будет одеть. Ну, вероятно, вам будет хуже слышимость. Но без маски в магазин нельзя. Ну вот, смотрите, какой маленький такой магазинчик совсем у нас рядом. Ну, как я говорю, все необходимое здесь есть. Ну, посмотрим на цены. Какие же цены в особой экономической зоне, где понижена процентная ставка. Добавленная стоимость, смотрите, хлебушек, ну, евро 80, 2,95. Ну, как-то так. Евро 30. Есть разные булочки, 95 центов. Ну, вот так. Да, и здесь есть еще такой хороший, ну, я бы сказала, неплохой. Я часто пользуюсь этим прилавком. Здесь вот именно товар есть польской продукции, и также есть российский. Но, правда, цены, смотрите, вот огурчики польские соленые, 4,50. Также есть, вот смотрим, гороховый суп. Щавель тоже есть. Вот, чтобы баночку щавеля взять, 4 евро. Видите? Ну, есть хрен, но здесь, да, здесь действительно совсем другая цена. Ну, капуста 3,25. Вот такая баночка литровая. Нет, 700 грамм, по-моему, ей. Ну, вот такие продукции здесь, такие есть. Продукты, вернее. Квас. Квас-то раз. Так, хотите посмотреть цену? Вот, 4,50. Ну, как-то так. Ой, да, цены, конечно, здесь совсем не маленькие. Хотела по-другому сказать, но они не маленькие. Ну, это и есть остров. Это специфический, как я говорю, специфическая зона, туристическая. Это тем более еще и курортная зона, и остров. Ну, разные маринады, чаи, соусы. Ну, в принципе, так. Если что-то действительно на скорую руку надо, здесь точно можно зайти купить. Ну, я им не так уж часто пользуюсь, так как в Меркадоне действительно все намного дешевле. А, подойдем к мороженому и покажу вам, сколько стоит здесь мороженое. Ну вот, смотрите. Это совсем маленькая баночка, 6,50. Вот столько стоит мороженое. Евро 95. Вот уже в стаканчиках разных. Есть и по 2,40, по 2,20. Ну, конечно, ассортимент не маленький. Ну и цены тоже совсем не маленькие. Есть еда, корм для кошек, для собачек, если у кого есть животные. Ну, конечно, все крема противозагарные. Тоже цены видите, и 15 евро, 13 и даже 22 евро. Ну, вот такие цены. Да, алкоголь, если кому интересно, могу тоже показать. Вот ликеры разные. Ну, алкоголь здесь очень большой выбор. Ой, эти лампы отсвечивают, немножко вам тяжелее видно цены. Подойду лучше так поближе. Ну, вот какие цены на алкоголь. Нет, ассортимент, конечно, очень большой. Да, только к лампам мне он сразу отсвечивает, поэтому на алкоголь я останавливаться не буду. Вот вина. Цены на вина. Да, действительно, ну, выбор действительно кажется очень большой. Ну вот прилавочек с водой. Эвиан вода. Евро 60, 1,5-литровая бутылочка. Ну и разные другие еще. Ну вот какие цены, смотрите. Это уже поменьше емкость, пол-литровые. Пиво подойду, покажу, конечно.
Кому интересно, вот 95 центов стоит бутылочка полулитровая. Ну, вот как-то такие цены. Да, как-то я здесь купила фрукты. К фруктам я, конечно, больше не подхожу. Мне здесь 3 яблока обошлись 2 евро. Ну, никакие небольшие, но так обошлись. Ну, масло есть, сметанка, ну как сливки, вернее не сметана, а сливки. Вот есть такой прилавок еще, ну какие-то сыры, сливки, масло. Ну, масло цены 2,95, 200-граммовые. Вот сыры какие-то упаковочки. А, молоко, да, молоко 2,58, нет, 2,15 стоит литровая бутылочка. Ну и фрукты тоже есть, но, как я сказала, ценники здесь не стоят, я их даже не беру никогда, но они есть. Мне лично 3 яблочка, как я сказала, обошлись, вот такие яблочки, 2 евро. Да, есть еще что-то мороженое, какая-то рыба, что-то такое тоже есть. Кофемашина. Видите, в маленьком магазинчике, но она тоже есть. И вот алкоголь еще такой маленький, совсем сувенирный. Итак, мы вышли с магазина, сняла я маску, намного легче дышится. И отправляемся туда, наверх, в гору. Подниматься, конечно, будет намного сложнее, чем спускалась. Но я хочу дойти туда вперед еще. Это тоже район Коста-Дехе, показать вам, какие здесь дома, какие здесь виллы. И показать один сквер. Вот какие здесь примерно парки. Ну, вот именно парки, доступные для всех. Так что поднимаемся наверх. И будем сами вместе с вами смотреть. Ну, вот какие интересные также здесь апартаменты. А мы идем все выше. Да, сюда обычно ходит мне муж прогуливаться в этот сквер. Я-то думала, что здесь сквер так сквер, парк так парк. Ну, а здесь, на первый взгляд, вот так смотрю, кажется, пустыня. Да, совсем не сравнить с теми парками, которые я опять вспоминаю снова Турцию. Именно Аланию. Ой, да. Тем, кто недавно присоединился к моему каналу, хочу напомнить, что мы с мужем чуть более года прожили в Турции, в таком красивом городке Алания. И вот поднявшись сюда, в гору, к этому парку, к скверу, знаете, я так вспомнила снова о Турции. И если кому интересно, сейчас добавлю подсказочку, можете посмотреть мой самый любимый парк. Это один из самых любимых, которые были в Турции. В Алании именно. Ну, что тут сказать? Ну, сравнение, ну, никак не может быть, да, с этим парком. Нет, конечно, здесь есть и другие парки. Муж мне очень часто поднимался сюда в гору и гулял по этому парку. И постоянно почему-то твердил, ну, тебе обязательно надо сходить в этот парк. Обязательно, обязательно сюда надо подняться. Но, наконец-то, я решилась, думаю, поднимусь, посмотрю сама, наконец-то, покажу вам, какой у нас парк. Да, теперь-то я понимаю, вообще догадываюсь, почему он так хотел, чтобы я сюда поднялась. Ну, пальмы здесь совсем другие, конечно. Ну, вот такой парк, скверик, ну, небольшой, находится рядом
с нашими апартаментами. Ну вот они совсем тоже рядом. Ну и так я дошла до самой верхней точки нашей горы, выше уже не подняться. А вниз, если спускаться, уже с другой стороны этой Кале Галисия улицы, там уже начинаются вот такие виллы разные. Есть, конечно, виллы вот немножко выше даже, уже на самой вершине. Да, но не знаю, хотела бы ли я там жить. Нет, наверное, не хотела бы. Наверное, я просто еще этот остров так хорошо не знаю и не могу его по достоинствам оценить. Но пока что, кроме так громких слов Канарские острова, ну вот просто ничего больше сказать не могу. Ну, не знаю. Наверное, надо все-таки на нем немного пожить, чтобы правильно его действительно оценить. Ну, не знаю, удастся ли мне его по достоинствам, как говорится, оценить. Или я на этой точке остановлюсь, что просто красиво звучит. Канарские острова. Ну вот, видите, вижу остановку такси, и так хочется подойти. И вот к этому месту так раз, и какую-нибудь кнопочку так и нажать. И вызвать такси, да? Как было в Турции, в Алании именно. Но здесь, к сожалению, так нет. Здесь нет ни такси, ни такой кнопочки. Ну, вокруг наших именно апартаментов, нашего комплекса, плюс-минус такие одинаковые все. Вот такие небольшие домики, расположенные вот именно по всему вот этой линии горы. Какие интересные эти деревья. Я не знаю, такие как бананы высушенные. Что это, как они называются? Ну, я поднимаюсь еще чуть выше. Ну, конечно, пустыня та же самая. Ну, чуть-чуть уже другие комплексы, уже по-другому, уже такие немножко более солидные.
Ну и так я добралась до такой развилки 3 дорог. Ну, можно сказать, что до самой верхней точки. Уже выше некуда. Вот как выглядит именно на горе. Действительно, на самой горе. Часто вы мне задаете в комментариях такой вопрос, как мы сняли эти апартаменты, где я их нашла, ну, каким образом, в общем, мы их сняли. Ну, я их нашла в таком сайте, Идеалиста, и этот сайт именно работает на долгосрочную аренду. Там в основном такие все апартаменты, квартиры, именно которые сдают на долгий срок. Это у них считается долгосрочная аренда так полгода, 6 месяцев. Это уже долгосрочная, да, на Тенерифе считается аренда. И в основном их сдают именно агентства. Ну, получается так, что вы нашли, что-то вам там понравилось. Ну, так я и нашла онлайн-вариантом. И дальше уже связалась с агентством. Ну, а потом уже какое агентство берет вам предоплату и вообще всю оплату. Ну, наше агентство брало предоплату. Вернее, она брала сначала комиссионные свои. Это уже идет та сумма, как стоимость одномесячной аренды. Наша месячная аренда в наших апартаментах 950 евро. Ну, и мы отдали. Так что первый пункт – это комиссионные платим за как месяц, это агентству. Дальше мы оплачивали месяц вперед за аренду вот именно апартаментов 950. И плюс еще мы платили депозит за 1 месяц. Но есть разные варианты. Бывает агентство, где спрашивают за 2 месяца депозит, и бывает агентство, где спрашивают 6 или 3 месяца вперед именно оплату за аренду. Так что варианты могут быть разные. Но в нашем случае было так. И если кому интересует, я могу сказать, агентство, в котором мы сняли эти апартаменты, было агентство Дом Тенерифе. И здесь в этом именно агентстве работает много именно ребят, агентов, которые именно знают русский язык. Поэтому общение тоже было как-то, коммуникация немножко проще. Ну, они знают русский язык, но они поляки, литовцы, украинцы. Так что общение тоже было немножко легче, да? Итак, наконец я спустилась с той горы. И в следующий раз обязательно отправимся на пляж Лас-Америкас, как я и обещала. И посмотрим, как люди там отдыхают в феврале. Ну и на этом я закончу свое сегодняшнее видео. Спасибо, конечно, всем за ваш просмотр. Пишите смело комментарии. С удовольствием отвечу на все вопросы. И не забудьте подписаться, кто не подписался. И, конечно, спасибо всем за ваши лайки. И до встречи в новом видео. Пока-пока!